Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам предложить связать вот такие красивые пинетки. Они украшены, как вы видите на манжете, вот таким узором. Он вяжется совершенно несложно, а смотрится очень красиво. И вот такие пинеточки у нас с вами получатся сегодня. Завязываются эти пинетки на ленточке, можно связать и шнурочек, кому как удобно. Но я решила в эти пинетки вставить вот такую ленточку. Длина по подошве 10 сантиметров. Приступаем к вязанию. В данной модели пинеток я буду использовать пряжу 3 цветов: белый, желтый и розовый. Это детский акрил. Пряжа Yarn Art Baby в 50 граммах 150 метров. И спицы буду использовать номер 3. Также нам понадобится для работы маркеры и, конечно же, ножницы. И набираем на спицы 34 петли. Вот таким образом. Вот мы набрали 34 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 петли. И начинаем вязать первый ряд. Все кромочные мы снимаем вот таким образом. В первом ряду все петли провязываем лицевые. И вот так вяжем до конца ряда. И последнюю кромочную мы провязываем лицевой петлей. Это мы провязали первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы будем делать накиды. Первую кромочную снимаем, провязываем первую петлю лицевой, делаем накид. Теперь одеваем маркер. Далее провязываем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Одеваем маркер. Снова делаем накид. Далее 2 лицевые петли. 1, 2. Сделали накид. Одели маркер. Провязываем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Одели еще один маркер, сделали накид, провязали одну лицевую петлю и кромочную тоже лицевой петлей. Это второй ряд. Разворачиваем вязание. Вяжем третий ряд. Все нечетные ряды мы будем вязать
так как вот этот вот третий ряд. Снимаем кромочную, провязываем одну лицевую петлю. Здесь у нас накид. Накиды мы провязываем вот таким образом за заднюю стенку. Это для того, чтобы не было дырки. Перебрасываем накид, перебрасываем маркер, извините, провязываем 14 лицевых петель. Довязываем до маркера. Вот перебросили маркер. Снова у нас с вами накид. И этот накид мы провязываем вот за заднюю стенку. Лицевая петля, провязывается за заднюю стенку. И так довязываем до конца. Все накиды провязываются за заднюю стенку. И последнюю кромочную петлю, напоминаю, что мы ее провязываем лицевой петлей. Разворачиваем вязание и вяжем 4 ряд. Снимаем кромочную, провязываем 2 лицевые петли, делаем накид, перебрасываем маркер и провязываем 14 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Перебрасываем маркер, делаем накид, провязываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, перебрасываем маркер и провязываем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Перебросили маркер. Далее сделали накид, провязываем 2 лицевые петли и последнюю кромочную тоже лицевой. Разворачиваем вязание. Это у нас будет 5-й ряд, нечетный ряд. Значит, мы его будем провязывать так, как вязали 3-й ряд. То есть провязываем лицевые, а накиды вяжем за заднюю стенку. Вот таким образом и довязываем до конца этот ряд. Вяжем 6-й ряд. Первую кромочную снимаем. Далее провязываем 3 лицевых петли. 1, 2, 3. Сделали накид. Перебросили маркер. Теперь вяжем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Снова перебросили маркер,
сделали 1 накид и провязываем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделали накид, перебросили маркер и провязываем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Перебросили маркер, сделали накид, провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3 и последняя кромочная тоже лицевая. Разворачиваем вязание и вяжем 7 ряд. 7 ряд провязывается точно так же, как мы вязали с вами 3 ряд. То есть все накиды провязываем за заднюю стенку. Вяжем 8 ряд. Снимаем первую кромочную и провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3 и 4. Сделали накид, перебросили маркер. Теперь провязываем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Перебросили маркер, сделали накид и провязываем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид, перебрасываем маркер и вяжем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Перебросили маркер, сделали накид и провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4 и кромочная тоже лицевая. Разворачиваем вязание и вяжем 9 ряд. 9 ряд мы провязываем точно так же, как мы провязывали с вами 3 ряд. То есть все накиды вяжем за заднюю стенку. И так довязываем до конца. Развернули вязание и вяжем 10 ряд. Первую кромочную мы снимаем, провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, перебрасываем маркер, провязываем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Перебросили маркер. Теперь сделали накид и провязываем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали накид, перебросили маркер и провязываем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Перебросили маркер, сделали накид и вяжем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и кромочная лицевая. Разворачиваем вязание. Вяжем 11 ряд, кромочную сняли, и 11 ряд мы провязываем точно так же, как вязали 3 ряд. То есть накиды провязываем за заднюю стенку. Также, когда мы будем вязать в 11 ряду, маркеры мы все убираем и довязываем так до конца. Теперь вяжем 12 ряд, снимаем первую кромочную и далее все петли мы провязываем лицевыми. И вот так лицевыми довязываем до конца. Это мы с вами провязали подошву. На нее ушло 12 рядов, и на спице у нас на данный момент 54 петли. Теперь переходим на вывязывание бортика, и у нас будет смена нитей. Я беру первую, это розовую пряжу, и вот первую петлю мы тоже провязываем, так как это идет смена нити. Ниточки так подтянули. И теперь все петли мы провязываем лицевыми. Вот таким образом мы вяжем все петли лицевыми до конца ряда. Последнюю кромочную провязываем тоже лицевой петлей. Разворачиваем вязание, вяжем второй ряд розовой пряжей, снимаем кромочную и все петли тоже провязываем лицевой петлей. Теперь после розовой пряжи мы переходим на желтую, а розовую мы отрезали. При переходе мы всегда провязываем первую кромочную петлю и подтягиваем ниточки. Это у нас 3 ряд, и мы его провязываем лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Развернули вязание и вяжем 4 ряд. Также желтой пряжей провязываем. И все петли лицевые. Вяжем так до конца ряда. Желтую пряжу мы отрезали, и теперь снова переходим на белую пряжу. Вот мы ее будем поднимать. Тоже провязываем первую петлю. И все петли далее вяжем тоже
лицевыми. И так довязываем до конца ряда. Всего белых рядов нам нужно провязать 8. То есть в итоге вместе с, начиная от розового, получится 12 рядов. Так что белых провязываем 8 рядов. И вот белой пряжей мы провязали 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Это мы с вами связали бортик. Далее мы будем вязать мысочек для наших пинеток. На спицах всего у нас 54 петли. И вот, как вы видите, я маркерами поделила наше вязание на 3 части. По бокам у нас остается 22 петли. Вот пересчитываем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Также 22 со второй стороны отложено, и посередине 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. И начинаем вязать первый ряд нашего мысочка. Первую петлю мы снимаем кромочную, далее провязываем 21 петлю лицевыми петлями. И так мы вяжем до маркера. Довязали до маркера. Теперь маркер можно снять, и далее провязываем 9 лицевых петель из мысочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь у нас вот осталась от мысочка одна петелька и вторая вот за маркером сбоку. Мы снимаем маркер, и вот эти две петельки нам нужно провязать вместе лицевыми петлями. Показываю, как мы будем провязывать лицевыми. Нам их нужно развернуть, эти две петли. Вот я развернула, перекинула одну петлю на нашу спицу и вторую. А теперь я их возвращаю назад на левую спицу и провязываю эти две петли за заднюю стенку. Вот таким образом. Это мы с вами провязали первый ряд. И вот для удобства я одела маркеры, так как в середине, вот в мысочке, мы будем сокращать, убавлять наши петли. И нам нужно дойти вот до крайних маркеров. По бокам получается, вот за маркерами у нас 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И 13 петель со второй стороны. Первый ряд мы с вами провязали. Теперь разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Когда мы вяжем мысочек, вот первую кромочную петлю мы снимаем вот таким образом. Далее провязываем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь 2 петли нам нужно провязать изнаночными. Мы их провязываем 2 вместе. Вот 2 петли взяли и провязали изнаночной петлей. Это мы с вами провязали второй ряд. Поворачиваем вязание
и вяжем третий ряд. В третьем ряду снимаем кромочную. Вот таким образом мы ее снимаем. Далее провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у нас осталась одна петелька и вторая петелька. Их нам нужно провязать лицевыми. Но для того, чтобы провязать лицевыми, мы их сразу разворачиваем. Вот таким образом. И теперь снова возвращаем на левую спицу. А теперь провязываем их за заднюю стенку. И так мы будем вязать все нечетные ряды. В нечетных рядах мы провязываем лицевыми 2 петли лицевыми. Теперь разворачиваем вязание и вяжем 4 ряд. 4 ряд мы снова снимаем кромочную вот таким образом. И теперь провязываем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот 2 петельки нам снова нужно с вами вместе провязать изнаночной петлей. Так как это у нас четный ряд, вот мы взяли эти 2 петли и провязываем изнаночной. И разворачиваем вязание. И вот таким образом мы вяжем до наших маркеров, убавляем мысочек. То есть, еще раз повторяю, получается, что в нечетных рядах мы провязываем 2 последние петли лицевыми, а в четных провязываем 2 последние петли изнаночными. Вот такой мысочек у нас получается. Это изнаночная сторона, так как мы будем вязать 18 ряд. И это будет последний ряд, 18, в котором мы сделаем последнее вот убавление с левой стороны. На правой спице маркер можно снимать. И начинаем провязывать первую кромочную. Мы снимаем. Вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 2 вот у нас петли последние остаются возле маркера. Мы их провязываем вместе изнаночной петлей, так как у нас это четный ряд. Маркер снимаем. И довязываем на левой спице 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и последняя кромочная тоже провязывается лицевой петлей. Разворачиваем вязание, и вот у нас лицевая сторона нашей пинетки. Вот такой мысочек мы с вами связали. Такой он получается. И теперь нам нужно провязать еще 2 ряда лицевыми петлями. Вот мы провязываем первый ряд, снимаем кромочную, как мы всегда с вами снимали, и вяжем лицевыми петлями. И так мы довязываем до конца спицы лицевыми петлями. Последнюю кромочную мы провязываем лицевой петлей. Разворачиваем вязание
И вяжем второй ряд тоже лицевыми петлями. Снимаем кромочную и провязываем все петли лицевыми. И так вяжем до конца. 2 ряда лицевыми петлями мы провязали, и сейчас провязываем еще 2 ряда. И в общей сложности у нас получится, что мы провязали 4 ряда лицевыми петлями. Там мы вяжем 3 ряд, довязываем до конца лицевыми. Развернули вязание и вяжем 4 ряд. Тоже провязываем лицевыми петлями. Вяжем так до конца ряда. В следующем ряду мы будем формировать дырочки для того, чтобы можно было вставить ленту. Теперь первую кромочную мы снимаем, делаем накид и провязываем 2 лицевые вместе. Вот таким образом. Провязали, снова сделали накид, 2 лицевые вместе, накид, 2 лицевые вместе, накид, 2 лицевые вместе, и так вяжем до конца ряда. Так провязываем до конца. И вот когда у нас в конце осталось 3 петли, мы провязываем 2 петли вместе лицевой, сделали накид, и теперь провязываем кромочную лицевой. Теперь разворачиваем вязание, первую кромочную снимаем, и все петли и накиды тоже провязываем лицевыми петлями, так как вот мы провязывали с вами всегда. Это для того, чтобы у нас сформировались дырочки, вот как вы видите, появились дырочки для того, чтобы можно было вставить ленту. И так довязываем до конца. Вот что у нас с вами получилось. На данный момент на спицах у нас 37 петель, и теперь мы будем переходить на вывязывание вот такого красивого узора. Я его буду чередовать полосами, вот белый, розовый, белый, желтый, и на белый перехожу. Всего вот будет повторение 1, 2, 3, 4, 5 повторений узора. Данный узор должен быть, количество петель должно быть кратно 2, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. И в итоге вот у нас получается, что будет 37 петель, то есть нечетное количество. Вяжем первый ряд узора. Снимаем первую кромочную и все петли провязываем лицевыми. И так вяжем до конца. Последнюю кромочную провязываем тоже лицевой петлей. И разворачиваем вязание. Теперь вяжем второй ряд. Снимаем первую кромочную. И далее все петли мы провязываем изнаночными петлями. Вот таким образом вяжем до конца ряда. И последнюю кромочную мы провязываем лицевой. Переворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Первую кромочную мы снимаем. Вторая петля у нас вяжется изнаночной. А теперь перед работой вот у нас вот нить, и петлю мы просто снимаем на спицу. Следующая петля у нас изнаночная.
И вот таким образом мы чередуем петля перед работой, нить перед работой, и мы снимаем петлю. Сняли, а следующая петля изнаночная. Снова нить перед работой, петлю сняли, следующая изнаночная. Нить перед работой, петлю сняли, изнаночная. И еще раз показываю. Нить перед работой, петлю снимаем и изнаночная петля. И так мы провязываем до конца ряда. И вот в конце у нас осталось 3 петли. Нить перед работой, петельку сняли, и потом идет изнаночная петля и последняя петля кромочная. Это у нас был 3-й ряд. Переворачиваем вязание и вяжем 4-й последний ряд в данном узоре. Снимаем первую кромочную, далее первую провязываем изнаночную, вторую лицевую. И так мы чередуем: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. И так вяжем до конца ряда. И в конце мы провязываем изнаночную и кромочная, лицевая. И вот наш первый узор. Вот такими полосами он идет и состоит из 4 рядов. Вот так смотрится. И далее я буду чередовать вот с 1 по 4 ряд, только у меня будет смена цвета пряжи: розовый, белый, желтый и опять белый. И вот так я буду провязывать. Вот я провязала все полосы нашего узора. Всего у меня ушло 20 рядов, вот начиная вот с первого белого узора, которого мы вязали, и до верха это 20 рядов. Теперь я буду вязать 21 ряд, и в этом ряду буду закрывать петли. Первую кромочную снимаем, далее провязываем лицевую и перебрасываем петлю. Снова провязываем лицевую петлю и перебрасываем. И таким образом закрываем все петли. Вот что у нас с вами получилось. Все ниточки я уже попрятала. И сверху я оставила нить подлиннее, для того, чтобы можно было сшивать пинетку. Пинетки мы будем сшивать с лица. Вот это лицевая сторона. И вот захватываем петелечки с одной стороны и со второй стороны. И таким образом сшиваем пинетки. Смотрим, чтобы полосы нашего узора совпадали. И так дошиваем вот полностью пинетку. И вот такие красивые пинетки у нас с вами получились. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!